Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо» и с вами Светлана Пикта. Борис Леонидович, здравствуйте! Добрый день. В конце года принято подводить итоги, и обычно в декабре проходит Совет по стратегическому развитию нацпроектам. И в этот раз, я так понимаю, очень досталось Денису Мантурову по поводу строительства мусоросжигательных заводов. Путин спросил, куда делись где, собственно, мусоросжигательные заводы и куда делись деньги. Борис Леонидович, что там произошло? На самом деле, действительно большое заседание, и поскольку оно происходило прямо сегодня, 5 декабря, проанализировать все, что было сказано, выступал, конечно, не только Владимир Владимирович, и премьер-министр отметился, и господин Мантуров. Ну, господин Мантуров, в принципе, далеко не первый раз получает замечания, ни на что это не влияет, он продолжает трудиться изо всех сил. Ну, разве что вот результат его недочетов стало то, что он стал не просто министром, а первым вице-премьером. Может быть, это, опять же, мне не понять, Парадоксально, это очень интересно. не понять государственную мудрость. Человек раз за разом не справляется со своими обязанностями, но, тем не менее, повышает по карьерной лестнице рост. Странно, но факт. Что касается мусоросжигательных заводов, я думаю, что все уже успели благополучно забыть. И, конечно, заранее приношу извинения всем нашим зрителям и слушателям. В сегодняшней передаче не будет ни одной Анны Ленны фон дер Урсулы и прочих-прочих. Мы поговорим сегодня об очень скучных вещах, о том, что происходит внутри России. Совершенно не модная, неинтересная тема. Для тех, кто забыл, могу посоветовать заглянуть в платежки по ЖКХ. Там вы обнаружите, что у вас повышены сборы за то, что мы сдаем мусор раздельно. У нас его сортируют изо всех сил. Мусорная реформа, так называемая, была начата в 2019 году, еще в доковидные времена, поэтому мы, разумеется, об этом ничего не помним. Помимо того, что со всего населения теперь собирают больше денег за то, что у нас происходит сортировка мусора, есть и прямые вливания из государственного бюджета. По плану должны были построить 5 крупных мусоросжигательных заводов. Почему это касается непосредственно энергетики? Это не просто сжигание и уничтожение мусора, это выработка электрической и тепловой энергии. Были достаточно бурные дебаты по поводу того, как такую электроэнергию закупать. Споры ничем не закончились. Мнение компании, которой было поручено строить эти заводы, разумеется, такое сырье, как отсортированный мусор, из которого изъяли то, что можно вторично использовать. Разумеется, все это немножко дороже, разумеется, выработка электроэнергии в таком случае тоже будет дороже, значит, надо поднять цену для всех. Совет потребителей энергии есть у нас такой, был, как бы это помягче, обескуражен таким замечательным решением. То есть для вас собирают деньги со всей страны, вас напрямую стимулируют деньгами из государственного бюджета, и вы хотите продавать ваш товар по той цене, которая будет еще дополнительно прибыль приносить. Но споры ничем не закончились, поскольку, собственно говоря, заводов никто не строит. Их было запланировано 5. Решили, что первые 2 должны появиться быстро, остальные можно немножечко подождать, потерпеть. В результате нет ни одного. О чем, собственно говоря, Владимир Владимирович и поинтересовался у блистательного государственного деятеля Дениса Мантурова. Ответ – да, скоро все будет в полном порядке. Не волнуйтесь, в следующем году целых 2 откроем. 3 потом. Причина задержки – то, что из России ушла японско-швейцарская компания, чьи технологии планировалось использовать для строительства, собственно говоря, этих мусоросжигательных заводов. Информации в открытых источниках найти практически невозможно. На тот момент, когда все это только начиналось, затевалось, вот эта японско-швейцарская компания была очень довольна уровнем производства оборудования в России, в частности, котлы для сжигания вот такого энергетического сырья, как мусор, уверенно освоил Подольский завод имени Орджоникидзе. В принципе, Подольский ЗИО, завод имени Орджоникидзе, это любые котлы, ему все равно, что там горит, вы только объясните, какую температуру надо выдержать.
Мусорные котлы хорошо, газовые, угольные, атомные. Тем не менее, почему это сложно? Для того, чтобы не было выбросов вредных веществ, которые в мусоре, разумеется, имеются, необходима температура в топке около 1000 градусов, 1200. Вот такие котлы были сделаны. Мы были готовы их производить. Больше того, вот этот консорциум швейцарско-японский участвовал в тендере на строительство мусоросжигательного завода в Англии, победил, туда ушли котлы из Подольска. То есть вот на тот момент у нас никаких проблем с производством не было, а после того, как японские швейцарцы и швейцарские японцы от нас ушли, у нас проблемы появились. Мне кажется, что вообще вся история, связанная с мусорной реформой, ну, хотелось бы, чтобы мы увидели подведение итогов под ней. Уж слишком она выглядела чудесно. Опять же, я как человек, не обладающий государственной мудростью, запрет на создание полигонов твердых коммунальных отходов выше полярного круга, ну, приводил к самым разным чудесам. То есть, с одной стороны, как бы понятно, мы загрязняем Арктику, давайте все это будем вывозить, все это прекрасно. Город Нарьян-Мар, Заполярье. Чуточку севернее Коми, если кто-то забыл, европейская часть России, вроде бы все в порядке. До прошлого года автомобильных дорог не было. Как вывозить мусор? РЖД мусор, естественно, принимать отказывается, потому что нет таких вагонов, которые позволяют сначала мусор загрузить, потом выгрузить. В результате мусор из города Нарьян-Мара вывозился вертолетами. Вывоз кубометра Очень мусора обходился более чем в 50 тысяч рублей. потрясающе просто. Мне кажется, это вот такое загадочное решение, не очень понятно для чего. Кстати, в прошлом году в Ярославле закрыли мусоросжигательный завод в марте. Ну, очевидно, что не соответствовало нормативам, потому что экологические требования сейчас достаточно жесткие стали. Ну, на этом вопрос не заканчивается. У нас в Заполярье более чем достаточное количество изолированных поселков. Если брать только то, что я навскидку помню, Якутия и прилегающая Чукотка – это 300 населенных пунктов, которые не имеют связи с большой землей, для которой северный завоз по зимникам ничего другого. Извините, а как мусор оттуда вывозить? Ну и так далее. То есть тот, кто придумал вот такие условия, может быть, о чем-то думал. Но если сейчас поинтересоваться, как происходит вывоз мусора в Пермском крае, мы тоже увидим очень занимательные числа, во что обходится кубометр мусора, который надо вывести на полигон, который расположен километров так в 500. Мне кажется, что если бы мусорная реформа сопровождалась решениями, которые позволяло бы организовывать сжигание мусора в меньших объемах, я понимаю, что завод в Подмосковье и сотни тысяч тонн мусора, да, это здорово, но это Подмосковье. Москва и Московская область производят большое количество мусора. Есть регионы, где мусора значительно меньше, но проблема от этого не перестает быть. Очень бы хотелось, чтобы, может быть, это не очень красивый такой национальный проект, вот какой-то он грязненький, весь из себя мусорный, но, может быть, было бы здорово, если бы наше прекрасное правительство задумывалось о том, что делало предыдущее правительство в этом вопросе. И, может быть, подводя итоги, увидело бы не только приведенные примеры, их много, что такое северный завоз. Если мы говорим о в районах Крайнего Севера, Якутия, Чукотка, Камчатка и так далее, у нас хватает. Та же Магаданская область, где, кстати, очень неплохой уровень газификации, 0,0%. Просто нет газа. Отапливаются дизельным топливом, отапливаются углем. Что такое завоз дизельного топлива в отдаленные поселки? Бочки. А вывозить их как? У нас Арктика покрывается ржавеющими бочками из-под дизеля, из-под мазута.
до конца досуха их не слить. Соответственно, та самая вечная мерзлота, та самая хрупкая арктическая природа получает год за годом вот такие чудеса. Если не полениться сделать съемки с квадрокоптера того, что у нас происходит вокруг каждого малого поселка, мы перестанем бояться фильмов Хичкока сразу. Просто гарантированно. Технологические варианты решения есть. Я надеюсь, что уже в следующем году мы увидим, как это будет происходить в Якутии. Варианты решения замены этого оборудования, которое собирались завозить из Швейцарии и Японии. Да? Уже есть образцы оборудования, которые позволяют, ну, грубо говоря, за час сжигать мусорную машину, обычную, стандартную. Не надо ждать тысяч тонн. Это передвижные конструкции, ну, то есть, если уж совсем грубо, а возле одного поселка приехали, поставили эту печечку, все сожгли, передвинули к следующему, и так потихонечку работаем. Но делается это не за государственный счет, делается это, ну, просто вот на плечах энтузиастов. Удалось добиться понимания с одним из региональных наших органов власти, пошли навстречу, вот будем начинать вот так. В это время у нас есть блистательный наш вице-премьер, который строит 5 заводов, рассчитанные на сотни тысяч тонн. Ну, вот пока так. И на этом же заседании господин Мишустин, наш премьер-министр, говорит о том, что необходимо продолжать стимулировать использование отходов вторично. То есть упаковки и вот все, что можно там из пластика, из стекла, каким-то образом стимулировать. Так что не исключено, если и премьер-министр об этом говорит, если президент об этом говорит, может быть, к теме того, как выглядела наша мусорная реформа, мы все-таки вернемся и задумаемся о том, что у нас в России не только крупные города, где живут миллионы населения. Если говорить о населенных пунктах России, то подавляющее большинство – это города до 50 тысяч человек. Для них нужны другие решения. Организовывать огромные полигоны твердых коммунальных отходов с тем, чтобы заниматься там сортировкой, строить вот там мусоросжигательные заводы, не самое лучшее решение, о чем, собственно говоря, специалисты говорили и 5 лет назад. Ну, пятилетка закончилась. Результаты неплохие. Количество новых мусоросжигательных заводов за пятилетку – 0. Я очень надеюсь, что господина Мантурова по итогам года наградят какой-нибудь высокой наградой. Ну, еще один вопрос все-таки. Вот насколько это энергетически выгодно? Потому что мы геоэнергетика. Энергетически это невыгодно по совершенно понятным причинам. Прежде чем мусор сжигать, его необходимо отсортировать, что подлежит сгоранию, что не подлежит сгоранию. Но если пересчитать на учесть тот вред, который получает окружающая среда за счет огромного количества свалок, в своем выступлении президент отметил, что у нас за последние годы 157 крупных свалок просто исчезло. Мы сумели их ликвидировать, и такие наиболее серьезные объекты наследия советского периода, Балтийский ЦБК, свалка посреди прекрасного, на мой взгляд, города Челябинска исчезла. То, что под Санкт-Петербургом язык пытается все еще выговорить Ленинград, надо какой-то компромисс. В Ленинградской области Красный Бор – это место, куда свозились опасные отходы просто со всего Советского Союза, и там действительно ужасы нашего городка. Это ртуть, это остатки из гальванических ванн, это какая-то полнейший мрак. Выяснилось, что там сложновато, далеко не самым удачным образом были решены вопросы нераспространения всей этой гадости, но ничего, справляемся. Справляемся, но что удивительно, вот российский экологический оператор занимается строительством мусоросжигательных заводов, а наиболее опасные объекты Усолье Сибирское, Байкальский ЦБК, Красный Бор почему-то доверяют ликвидировать Росатому. Немножко разные задачи, видимо, но вот Росатом занимается свалками, а российский экологический оператор строительством мусоросжигательных заводов. Должно быть наоборот.
Ну, по крайней мере, результаты должны быть немножко схожими. Если Росатом самые опасные объекты умудряется убирать, создан федеральный экологический оператор, одно из подразделений Росатома, логика, почему это надо поручать Росатому, тоже, конечно, очень правильная, на мой взгляд. В советские времена было создано объединение «Радон». Занималось оно изоляцией радиоактивных отходов, не связанных с атомной энергетикой. То есть то, что во всевозможных наших медицинских клиниках, на каких-то исследовательских объектах и так далее, и так далее. Да, действительно, филиалы работали по всему Советскому Союзу, в том числе и по Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. И опять же, то, что не бывает черного и белого, несмотря на 90-е годы, радон сохранился. Его не ликвидировали, он остался. Следующая мысль, кто будет заниматься отходами первого и второго класса опасности? Первый класс опасности – это мусор, который природа не переработает никогда. Второй класс опасности – это то, на что природе потребуется лет 50. Есть совершенно такое обоснованное решение, пусть этим занимается Росатом. Росатом пытался возразить, что, вы знаете, господа, это все-таки химия, а мы все-таки занимаемся физикой, мы немножко разные. Ответ, но у вас же есть подразделения по всей России, работайте. Я бы не сказал, что это тот профиль, который привычен для нашей атомной корпорации, тем не менее взяли и сделали. Ну, видимо, работа настолько легкая и приятная, по сравнению со строительством мусоросжигательных заводов идет намного легче. Спасибо, Борис Леонидович, за комментарий. Я думаю, что действительно, ну, мы до конца года увидим, что на самом деле предъявят Мантурову. Действительно ли, по вашим прогнозам, его снова повысят или все-таки что-то происходит? Повышать уже особо некуда, так что я думаю, ну, или орден, или медаль, вот, ну, где-то так. Или почетная грамота хотя бы. Человек работает. Поменьше бы таких печальных новостей в конце года. Но что есть, то есть. Тут из песни слова не выкинешь. Спасибо вам за комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Буду рад комментариям, посвященным итогам нашей прекрасной мусорной реформы. Я почему-то уверен, что многим есть что сказать по этому поводу. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.